Всем привет! 32-дюймовый телевизор, пятнашка ноутбук, короткофокусный проектор. Позади меня виновник торжества LR-экран на 100 дюймов. Сверху включено 5 лампочек освещения. Впереди находится окно, пока зашторенное. И еще один сюрприз. Все покажу, расскажу. Погнали тестировать. Думаю, было видно. Включено 5 лампочек. Как уже сказал, экран на 100 дюймов напольного типа. Есть также подвесные на электроприводе. Мне подходит на электроприводе именно напольного типа. От ноутбука идет разветвитель, и по HDMI подключил телевизор и проектор. Проектор использую лазерный короткофокусный Changhong Chik B5U. Ссылка в описании. О нем, думаю, будет отдельное видео, когда подготовлю стену в качестве экрана. Сначала протестируем экран красочными роликами, потом перейдем к более сложным. На телевизоре и на ноутбуке изображение ярче, на экране немного тусклее. Я думаю, если бы на экране было бы так же ярко, как на телевизоре, то возможно стало тяжело смотреть, но это не точно. Расстояние от проектора до края материала экрана 20 см и от крайней точки проектора до материала проектора 50 см. Выключу свет. Окно зашторено, шторы не блэкаут, но достаточно, чтобы сделать помещение относительно темным. Если сравнивать цвета на ноутбуке и на экране, они относительно схожи, но на телевизоре немного ярче. Ноутбук, телевизор и проектор выкручены на максимальные показатели. Вот так выглядит экран, когда я стою рядом с ним в полный рост. Перед тем, как запущу сложные сцены, покажу, в чем пришел экран из Китая. Сначала был запакован в желтую транспортировочную пленку, потом еще один слой пленки прозрачной. После того, как снял обе пленки, идет картонный короб с пластиковыми уголками и плотные уголки по всей длине упаковки, напоминающие что-то среднее между рисованным картоном и МДФ, скрепленные стяжками. Сам экран также проложен что-то среднее между пенопластом и поролоном, в некоторых местах с прорезями, в которых лежали комплектующие, инструкции и кабель. После того, как убрал пенопласт, лежит сам проектор, который также упакован в дополнительную пленку. Ну а это сам комплект, о котором расскажу позднее. В общем, качество упаковки меня порадовало. Я сначала беспокоился, что придет весь побитый, все же путь был длинный, да плюс еще из Москвы доставляли желдор экспедиции. После распаковки и разворачивания экрана рядом бегали дети, и первый час или даже два переживал за покрытие и за то, что экран может упасть. Но сам экран тяжелый и уронить его сложно. Да и у него снизу есть выдвижные площадки, которые можно прикрутить к полу. Небольшие площадки с резиновыми покрытиями. И также по всей длине есть резиновые вставки, так что пол или экран не поцарапаете. Картинка шикарная, мне очень нравится и при включенном верхнем освещении. Но так как экран стоит не слабо, то и постараюсь докапываться как только могу. Сколько стоит и где купить, все будет в описании под видео. На телевизоре цвета сочнее, на ноутбуке тоже. Черный также лучше на телевизоре. При выключенном свете черный цвет на экране стал уже достойный, в некоторых случаях лучше. Видно будет в роликах, которые еще более требовательные. Ну а по яркости с телевизором они примерно схожи. Отличаются только оттенки, так как настройки у проектора, телевизора и ноутбука не одинаковые. Свести их в один нет возможности. Выставлена максимальная яркость на телевизоре, ноутбуке и проекторе. Помимо отличных тонов и полутонов, при выключенном свете черный цвет просто отличный на экране. А так показывает при включенном верхнем свете. Картинка мне нравится. Теперь еще один сложный ролик, который демонстрирует возможности данного экрана, в отличие от обычного белого. Конечно, при включенном свете черный не такой, как на телевизоре, но все же я считаю результат хороший. Экран спокойно может вытягивать сложные темные сцены при включенном верхнем освещении. А так показывает при выключенном свете. Черный просто шикарен. Он спокойно конкурирует с телевизором. После распаковки сначала облазил все полотно на изучение дефектов. Нашел пару косяков, как подумал, расстроился. Изучил инструкцию. Там и нашел информацию про кисточку, которая шла в комплекте, и как с помощью нее чистить экран. Все дефекты убрал. Оказалось, это были подобия крупных пылинок. Эти пылинки были похожи как будто битые пиксели. Но кисточка сделала свое дело. Кисточкой необходимо водить вдоль экрана, слева направо или наоборот, чтобы не нарушить структуру. В пакете с кисточкой шли также инструменты, которые регулируют нижнюю границу закрывания и верхнюю границу открывания экрана. Отверстие находится за этими заглушками. Насколько я понимаю, это необходимо для выравнивания, если вы экран вставляете в мебель.
и пытаетесь сделать все в один уровень. Если нет, то лучше оставить все как есть. Сейчас открыл штору и оставил включенный свет. Это освещение, открытое окно. За окном сейчас день, прямых солнечных лучей нету. Открытое окно особо ни на что не повлияло. Сейчас закрою штору. Результат не изменился. Перед обещанным сюрпризом и издевательством над экраном расскажу вам о технологии полотна, чтобы потом было понятно. Данный тип экрана подходит только для короткофокусных проекторов. Написано: полотно экрана нельзя трогать руками. Все пылинки или мусор стоит убирать кисточкой из комплекта. Все полотно исполнено в таких мелких полосках. Их видно, когда рассматриваешь очень близко. Нижняя часть она отражает свет, который идет от короткофокусного проектора, а верхняя часть она блокирует верхнее освещение и не отражает его. По этой причине подвесить проектор к потолку не вариант. И поставить его напротив экрана тоже не получится, потому что стоял обычный проектор и светит достаточно тускло. Потом, как будет готово помещение, продемонстрирую. Экраны есть напольные, как вариант у меня, а есть и те, которые можно подвесить. И те, и другие предназначены исключительно для короткофокусных проекторов из-за структуры полотна. Оставлю ссылки в описании, сможете поизучать информацию. Ссылки будут также на производителя, и возможно для оптовых покупателей и магазинов это будет полезно. Так как я раньше думал, что производители именно подобных экранов совсем другие ребята, которые себя так позиционируют. На самом деле все оказалось наоборот. И все бренды, которые я знал до этого, это всего лишь хорошие продавцы с немаленькими ценами и грамотным маркетингом. Возможно, я тоже закажу под реализацию несколько штук, если сойдемся в цене. Итак, продолжаем издеваться над экраном и пускаем солнце прямо в комнату. Делаем максимальный свет, какой только возможно, даже не в квартире, а на улице в ясную погоду. Та-дам! Вы видите, что картинка сразу блеклая стала на экране. Монитор ноутбука вообще выпал. Телевизор еще как-то справляется. Вот по какой причине стало такое яркое помещение. Даже потолок стал белый-белый. Вам не видно? Но я включил вот эту промышленную лампу, на которую смотреть невозможно. Я смотрю исключительно через камеру. Вот я ее выключил. Лампа светодиодная на 100 Вт, со встроенным вентилятором, чтобы охлаждать ее. Сколько эта лампа в пропорциях с обычной лампой накаливания, я что-то даже не нашел в интернете. Я эту лампу использую при ремонте, и особенно сейчас надо будет выравнивать стены, она сильно пригодится. Я не припомню, чтобы даже при попадании прямых солнечных лучей когда-то так было ярко в квартире. А так выглядит картинка, когда солнце выключили. Сейчас постараюсь продемонстрировать принципы работы экрана наглядно. Берем обычный фонарик на телефоне, светим сверху, и свет на экране глушится. Если подсвечиваем снизу как проектор, то видим, как работают отражающие полосы и отражают свет. Но мы пойдем дальше. Возьмем это чудо-лампу. Вот я свечу лампой сверху. И видите, как засвечивается сильно только та часть, где находится непосредственно лампа, так как свет от нее идет и вбок в том числе. Дальше засвет от лампы сильно не влияет. Теперь посветим снизу как проектор. Все, ничего не видно. Надеюсь, это было более чем наглядно. Можно ли этот экран ставить на улице, где-нибудь на даче, под открытым небом? Думаю, без проблем. Этот союз экрана и проектора справится с дневным освещением, так как лучи от яркого солнца идут не прямо на экран, а сверху. Но вопрос в том, что и то, и другое можно быстро убить повреждениями, уличными воздействиями. Дождь, снег, ветер, пыль, насекомые. Мое впечатление от первого просмотра было шоковое. Несмотря на то, что экранов я повидал уже немало, да и сам делал. Помню, как включили мультик «Моана». Досмотрели до конца. Впечатление было, как будто смотришь на огромном телевизоре. Это не то же самое, как смотришь проектор на экране. Включен свет, открыты шторы, и ты видишь картинку перед собой, и у тебя никак не сходится. Как это возможно? Видеообзор, конечно, снимаю уже по прошествии 3 недель, чтобы не было вау-эффекта и получилось не на эмоциях. По-прежнему, когда смотришь на этом экране, то ощущение, как будто бы смотришь не проектор, а, как уже говорил, огромный телевизор. Если еще что-то круче этого экрана, и хотелось бы мне, да, есть. И это экран уже на 120 дюймов. У производителя на сегодняшний день 120 дюймов это максимальный размер. Возможно, дальше будет больше. Перед тем, как покажу вам еще один фокус,
расскажу про сам экран и его механизм. В комплекте экрана идут белые коробочки, черный конверт и пакет с кисточкой. В конверте находится инструкция, коробка, 2 пульта, белый и черный, они разные, и R и FR, еще несколько крепежей, зарядный кабель для пультов. Я пользуюсь черным пультом, для которого выведен отдельный приемник на проводе у экрана сбоку. Сначала я подумал, что это очень глупо со стороны фабрики такое колхозить, а потом понял, что я же буду встраивать экран в подиум, и этот приемник на проводе как раз мне поможет, потому что его можно будет вытащить наружу, и он будет принимать хороший сигнал от пульта. Еще есть такой вот передатчик, похожий на флешку. Его можно вставить в проектор в USB, и он синхронизируется с экраном. И когда вы будете включать проектор, экран будет выдвигаться автоматически. И при выключении проектора экран будет убираться обратно. У экрана стоит мощный двигатель, в котором с помощью протянутых тросов экран открывается и закрывается. По краям у полотна экрана протянуто что-то похожее на леску, благодаря чему экран не сворачивается в трубочку по краям и находится в ровном расправленном состоянии. Сбоку находятся кнопки питания и кнопка для поднятия и скручивания экрана. Также можно оставить в среднем положении, и экран остановится на нужной высоте. Единственное, что мне из всего этого не понравилось, так это сигнал при первом подключении экрана к сети. Сейчас вам покажу еще один фокус, как можно надурить с экрана, то насколько он показывает при хорошем освещении. Возможно, такое вам будет полезно, возьмите на заметку. Я, конечно, покажу вам с преувеличением. Вот смотрите, картинка по-прежнему показывает хорошо. И комната у нас освещена. Как же так? Да все просто, эта промышленная лампа стоит сзади экрана. Я мог бы ее разместить более правильно, чтобы свет распределялся по комнате, так будто она вся в свету, и взять ракурс другой, чтобы вообще без палева. Я показываю топорно, но суть, думаю, донес. Что комнату осветили вроде как до одури, а экран показывает хорошо. Также можно было без проблем поставить и торшер сбоку, и экран установить у стены, на которой висят светильники, но светят они только не прямо на экран, а в комнату. Думаю, понятно. Теперь давайте поговорим про углы обзора. На сайте написано 170 градусов. И тут я первый раз не согласен с производителем в его пользу. Потому что вот смотрите, мы ушли совсем в сторону, картинка не меняется. Можно посмотреть и больше 170 градусов, допустим, и яркость не меняется. Только не видно будет, что на экране. Короче, по углам обзора мне тоже очень все понравилось. И без проблем можно смотреть большой компанией, усевшись полукругом у экрана. Единственное, когда мы стоим близко, то видно, как мы поднимаемся, то нижняя граница становится темнее. Но это когда я стою близко к экрану и высоко. Соответственно, когда будем сидеть на диване, то комфорт от угла просмотра гарантируется. Первый раз вижу продавца, который занизил показатели угла обзора. Респект за это. Экран на сегодняшний день поставляется в двух цветах корпуса – черный и белый. Мне больше понравился черный, хотя по дальнейшему интерьеру мне, наверное, больше подойдет белый корпус. И, возможно, буду задумываться о приобретении именно в белом цвете и также напольный вариант. Вот по какой причине. Я планирую этот экран использовать только днем и при включенном освещении. Сейчас уже залил пол и скоро начнем выравнивать стены. Эту стену я буду подготавливать под покраску, чтобы она была идеально ровной, без волн и перекосов. Всю эту стену покрашу в белый матовый цвет. Тут разместил розетки. Для экрана и проектора в дальнейшем сделаю подиум небольшой, чтобы не делать какие-то подножки под экран, так как сейчас провода от проектора не смогут пройти под экраном. Сделаю в подиуме отверстие и просуну напрямую к розеткам. Экран также подключу к этим розеткам. Плюс напрямую вывел проводной интернет, чтобы сигнал был устойчивее, чем Wi-Fi. Днем я буду смотреть на экране, а по вечерам или в большой компании, когда захочется этот экран сворачивать. И проектор будет светить на белую стену и выдавать примерно 150 дюймов, может больше, еще не измерял. Этот проектор легко справляется с этим. Также розетки на этой стене опустил ниже обычного, чтобы они не мешали делать сравнение проекторов в будущем. Так что подписывайтесь на канал, скоро все обязательно покажу, расскажу. Не забывайте про группу ВКонтакте, где я выкладываю промежуточные ролики, что сейчас делаю и тестирую. Там же выкладывал ролик с этим экраном, когда он стоял в комнате с боковым освещением. Все ссылки будут в описании. Кому видео понравилось, не забывайте поставить лайк. До новых встреч, пока!